Это самый простой рецепт приготовления сочного и вкусного запеченного мяса в духовке. И для него нам понадобится кусок свинины весом 1,5–2 килограмма. Отлично подойдет шейная или тазобедренная часть. У меня кусок мяса весом 1,8 килограмм. Делаем на нем с одной стороны надрезы по диагонали глубиной до 1 сантиметра, чтобы в итоге получились ромбики. Благодаря этому мясо, во-первых, лучше просолится, промаринуется, а во-вторых, в готовом виде будет очень празднично и аппетитно выглядеть. А с другой стороны просто делаем в мясе множественные проколы, например, деревянной шпажкой. Теперь соединяем все специи для маринада. Понадобится 2 чайные ложки соли, 1 столовую ложку паприки, 1 столовую ложку сушеного чеснока, 1 чайную ложку кориандра и 1 столовую ложку молотого черного перца. Можно, конечно, не смешивать специи, а сразу ими посыпать мясо, но мне кажется удобнее заранее их смешать. Перекладываем мясо в емкость, где планируем его мариновать, посыпаем смесью специй и хорошенько втираем их в мясо с обеих сторон. Накрываем мясо или емкость пленкой и отправляем мариноваться в холодное место на 2–3 часа, можно оставить и на ночь. Теперь подготавливаем форму для запекания, застилаем ее фольгой и на дно я еще выкладываю лист пергамента. Когда мясо замаринуется, перекладываем его в форму и сверху также закрываем фольгой. Отправляем мясо запекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 1:30 часа. За это время готовим глазурь. Смешиваем 3 столовые ложки кетчупа или томатного соуса, пол чайной ложки паприки и 1 столовую ложку меда. Хорошо перемешиваем, и на этом глазурь готова. Спустя 1,5 часа достаем мясо, аккуратно раскрываем его и обильно смазываем получившейся глазурью. Отправляем снова его запекаться в духовку еще на 15–20 минут до красивой румяной корочки. Фольгой уже не накрываем. Готово. Даем мясу немного отдохнуть и будем подавать. Такое яркое, аппетитное запеченное мясо непременно впечатлит всех ваших близких и гостей. И впечатлит не только своим видом, но и своим вкусом. Мягкое, сочное, ароматное. Обязательно приготовьте. И, конечно, поделитесь в отзывах, как вам. Буду ждать ваши отзывы. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. До новых рецептов. Мира всем, вкусной еды и хорошего настроения.